Селям, 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 я тоже помогаю, я подсобник. Вот, помыла банки, приготовила. Они видели, что ты банки мыла? Они видели? Я же вчера их мыла. Ну, я тоже не видела. Я их компот... Я удалила это. Все. У меня все, да, как вот в интернете есть? Короче, будем нарезать мясо кубиками. Не сильно крупно, не сильно мелко, средние кубики. Все это укладывать в литровые баночки. Ну и будем уже в духовку. Но опять-таки, я же говорю, будем весь процесс показывать. Она более похожа на куриную. Ну, наверное, говядину мы будем держать немножко дольше, потому что говяжье мясо. Так же? Нет, так же будем держать, разницы никакой нет. Короче. Это, как говорят, ашамагах сметас, это берекет, что-то, говорит Анашка всегда. Алла берекет нверсен. Алла берекет нверсен, а мы приступаем к приготовлению. Ну, с вами вместе будете наблюдать, а мы будем готовить. День второй. Вчера мы разделали мясо, но сегодня будем делать из вот такого красивого мяса. Смотрите, это у нас задняя ляжка, будем делать тушенку. Так что вам приятного просмотра. Если не подписан, подписывайся и поддержите наше видео. А Хатешка будет делиться самыми вкусными рецептами, которые готовит сама. Так что сегодня у нас говяжья тушенка. Готовим вместе с Анашкой, ну и вместе с вами. Банки готовы, мясо будем нарезать, ну и вам показывать. Кстати, рецепт будет простой, никаких заморочек здесь нету. Так усердно она это делала. А я знаю. Я сама резала и что вспомнила, детство вспомнила, мы из золотинок вот так зубы делали. Конфеты раньше были, помните? Да, из конфет, из золотинок мы делали. Короче, Анашка готовит вот такие потому что будем сверху баночек ложить. Так. Хватит, наверное, так. Я два сделаю. Ну что, мои хорошие, мы начали делать тушенку. Посмотрите, какое красивое мясо. Я начала нарезать. Посмотрите, светленькое, красивое. Сейчас, конечно же, мы, так как первый раз делаем говядину, будем все смотреть поэтапно. А, например, куриное мясо килограмм уходит на литровую банку. А говядину мы, так как будем делать, я же повторяюсь, первый раз, сейчас все взвешу, потом, конечно же, все пропорции я вам напишу. Вот. Будем и жирок чуть-чуть бросать. Вкус такой будет. Немного, но чуть-чуть. Можно будет по кусочку бросить в каждую. Я думаю, что будет очень-очень вкусно. Лишние кусочки мы убираем. Сейчас я это все сделаю, Анашка скажет, я тоже помогала за кадром. Подсобники не попадаются в кадр. Я же подсобник. Ну да, конечно. Мы, конечно, тушенку дома никогда не делали говяжью. Мы как-то пробовали покупать магазинную ни о чем вообще. Мубарек, только название, что тушенка. Медитация. Если ты злишься, можно так шах-шах-шах-шах нарезать мясо. Сегодня у нас очень дождливая погода. Бабашка голову шмалила. Ну, мы не сняли, потому что мы уже пришли, бабашка уже это все доделала. Но когда будет на костре готовить, уже будет тепло, и можно будет снять и показать, как мы будем готовить башетын на костре. Вот. А сейчас, знаете, что? Сейчас Шурочка вам что-то расскажет, где она сегодня была. Где была сегодня? Как где была? На работе была? Я сегодня пошла же в поликлинику, поднимаюсь на второй этаж. Ну, естественно, мне женщина обернулась, посмотрела, я ее не узнала, но я поздоровалась. Селям алейкум, дед, меня на алейкум селям. О, говорит, вчера разделывали мясо, а сегодня уже в поликлинику пожаловались, деда. Я улыбнулась, я говорю, нет, по делам приехала. Мне же бесплатный аппарат дали, там сахар измерять. Вот я побежала с утра туда. Все, мы готовим, а потом уже дальше процесс вам покажем. Так что, вам приятного просмотра.
Мои хорошие, смотрите, какой красивый фарш у нас получился. Сейчас мы это, ну все, двигайте чуть-чуть. Это все вот так вот будем по пакетикам. Фирма Ух работает до 2. Да. А еще отдельно прокрутила фарш 2 раза на этот люляшки. Будем с вами люляшки делать. На люляшке 2 раза прокрутил, поэтому... Да, я тоже 2 раза прокрутила. Да? А я не слышу. Значит, сюда двигайся. Честно сказать, вроде бы быстро-быстро, но все равно такое время затратное. Пока нарежешь, пока это все прокрутишь, хоть и не вручную крутишь, но все равно. Этот занимает время. Вот это на 2 можно поделить, как сучки-мучки сделать. Да. Хима шурбачка. Все. Сейчас. Так, подожди, да? Анашка сейчас это... Анашка сейчас лепешечки сделает. Я же подсобник. Работай, работаешь. Ты же одна без меня не справишься, как и я без тебя. Только вот замуж выдам, больше помогать не буду. И помощи ждать не буду. А убираться кто будет? А ладно, я буду приходить в магазин. В магазин будет приходить. Вот так вот по пакетикам сделали фарш. И делаем лепешки. Сейчас будем это все замораживать, да? Угу, смотри, да? Чтоб пар выходил. Ну, можно, чтобы кипело. Он и так кипит, ама. Давайте, смотрите. А я зачем это? Давайте. Ну что, мои хорошие, давайте будем делать тушенку. Буду учить тебя. Рядом будет сидеть. Чуть-чуть подведите, там не видят подписчики. Видно, вон я хорошо. Давайте с вами вместе будем делать. Сейчас, в первую очередь, мы заполняем наше мясо в банки. Вот так вот. У нас же 9 штук, 10 поместится, я 9 банок сделала. 9 тут раз было. Каждый раз 9 делаем, а что 10-й нельзя? Лаврушки в середине ставим. Сейчас до середины заполним. Знаете, тушенка очень удобна. Говядина, я не знаю, как ее, может, так будем есть. Хотя и курицу так кушаем. Вот так раз что-то в охотку захотелось, раз тушеночку открыл, поел. Это так вкусно. Так, сейчас закинем. Вообще сказать, это быстро. Ой, вот это шарбата, что ли? Не углядела. Да, хочу? Ну, вот твоя 10-я банка. Углядела, не углядела. Все. Мясо заполнили. Теперь, так как мы сюда жир не бросаем, чтобы сильно такой жирный не был, мы отправляем подсолнечное масло 2 столовые ложки. Можно было бы говяжий жир, но он потом будет этот жирный, застынет, потом жирный. Поэтому мы решили этот подсолнечный. Если вы хотите, вы можете жир добавить. Уже залила. Хотела сказать, может, этот сливочное масло надо. Сливочное масло тоже так же будет. Нет, сливочное масло хорошо было бы, кстати, но уже залили же. Так, сюда же мы отправляем по одной штуке лавровый лист. Маслом каши не испортишь. Если еще можно добавить, да? Мясо? Нет, лаврушку где маленькая, если добавлять.
Хватит вполне. Так, следующий этап, это у нас уже горошинок идет. Ну так вот, 5-10, 5-10, кому как это. Я на глаз бросаю. Мгм. Правильно делаешь, да? Да, правильно. Моя школа. Так, все, горошек отправили. Здесь уже Анашка одну банку попробовала, вот смотрите. Почему она подготовила, чтобы знать точный вес. В одной банке литровой помещается 900 грамм говядины. Потом столовую ложку соли. Столовая ложка соли достаточно. Она получается не сильно соленая, вкусная. Ой, столовая ложка, чайная ложка, еще мама поддакивает. Много ты сильно горку не делаешь? А ну, всё. Убрать? Не, ладно. Сильно соленое, чтобы не было. Обычно говядина, конечно, соленого сада не страшно такое. Сильно заполнять не будем, потому что говядина это не курица. Так как мы делаем первый раз, это наш пробный вариант. Из-за этого сильно банки наполнять не будем. Из-за этого в одну банку уходит, вот Анашка взвесилась, не сильно полно, 900 грамм. Соль и соль, перец, все в середине кладите, чтобы вот этот сок был. Потому что мы 1 год, когда курицу делали, положили, получается, как? Соль сверху и... А мы что забыли? Чёр- Перец забыли вот, я тоже черный. говорю, что-то забыли. Убрать отсюда мясо теперь? Ну, несколько штук убери, можно было бы. Как обычно. А я смотрю, такой поставили, думаю, что чего-то не хватает. Это я, моя старость. Сколько чайной ложки, да? Сильно много не надо, потому что он острый. Немножко черного перца, прям вот на кончике вот так, чтобы сильно острый не был. Моя банка тоже штук нет. Подожди. Не обиделась. Вот так. Все, ничего. Все, на все? Хватило. Хорошо, хоть сказала, садись, она села. Как ты сказала, мяса хватило, не хватает. Не хотела? Ну, режь. Ну, видишь. Много не надо будет резать. Ну, подвесить чуть-чуть сюда. Так попробуем. Кажется, вот так надо взять, а то из мяса тоже много соки. Сок выходит. Угу. Вот сюда еще. Значит, тут, кажется, лишний. Что, не нарезать больше? Нет, а вот сюда еще один кусочек положи, все. Все, наши баночки готовы. Теперь что мы делаем? Анашка делает из фольги вот такие вот крышечки. Сверху вот так вот. Соль подсыпать, интересно, как в прошлый раз. Давай. Ну, там много надо, чтобы оно это побольше весного это будет. Или не надо? Ну, оно стекает на соль потом. Посмотрите на мамину спину. Всю насыпь. Сейчас она даже раздавить начала. Полностью делай, я поправлю. А где мой орех?
А он там остался. Выходи под вопрос. Все, выкладываем на нашу банку вот так. Теперь мы это все отправляем в духовку на 180 градусов до закипания. Потом, когда они хорошенько у нас закипят, мы на 130 градусов на 3 часа оставляем их до готовности. А дальше уже буду постепенно вам весь процесс показывать. Получается тяжелый. Отправляем в этот. Сейчас чуть-чуть это сделаем. Вот так вот получается, смотрите, тяжелая, конечно. Ну, конечно. Отправляем в духовку, холодную духовку на 180 градусов. Такая вот у нас красота получается. Бисмилля, ждем. Мои хорошие, мы делаем говяжью тушенку, делаем наши эксперименты. Смотрите, уже закипели наши банки. Какой аромат вкусный. Короче, все подробности буду показывать в своем Максе. Подписывайтесь. Наша тушенка готова, вы посмотрите. А тяжелая. Это очень вкусно. Тушенка получилась офигенно, классно. Еще когда она настоится, вообще будет супер. Будем сейчас приступать закатывать. У нас такая вот сардеповская этот закруточная машинка. У меня волос кучерявый, короче, сегодня дождь был, и я подмокла, и из-за этого у меня такой волос. Не обращайте внимания. Так. Бисмилля.
Я не могу подружиться с этими этими закаточными. Бисмилляхи рахмани рахим, как говорится, и ашамахлар хасметлица, чтоб ничего не стреляло. Вот такая вот тушенка получилась, смотрите. Из 900 грамм, вы знаете, сколько остается. Класс. Короче, сейчас буду все закатывать. Ну, а уже дальше, конечно, все покажу вам. Не шуми. Мои хорошие, все, баночки закатала. Вот такая вот тушенка получилась. Посмотрите, какая она красивая. С бульончиком уже когда застынет, конечно же, я вам уже результат покажу. Вот такая вот красота получилась. Ну, конечно, не полная банка, но ничего с ними не будет. Вот так перевернем. Сейчас это все хорошенечко перевернем. И, получается, накроем сверху. Через сутки мы откроем и будем наслаждаться такой вкусняшкой. Так что готовьте. Это очень легко, просто и самое главное, очень вкусно. Ну все, мы закатали тушенку. 2 дня позади. С мясом мы справились. Всем спасибо за ваши комментарии и поддержку нашему каналу. Ну а если ты не подписан, обязательно подписывайся. Впереди много-много интересного. А скоро ждет меня отпуск. После отпуска, конечно же, когда вернусь домой, будем очень-очень много готовить вкусняшек на улице и на костре. Спасибо большое, мои хорошие, что вы у нас есть. Обещаю, что я больше надолго пропадать не буду.